Вчера рабочая группа Центральной избирательной комиссии после проверки подписей Бориса Надеждина рекомендовала не регистрировать его кандидатом на выборы президента. Повторяется история, которую власти провернули в Москве в 2019 году, когда на выборы в Мосгордуму не пустили оппозиционных кандидатов, придумав, что они собрали не настоящие подписи, невзирая даже на то, что многие люди с паспортами приходили и говорили, что их подпись настоящая и реальная. То есть это был просто повод и предлог не пустить людей на выборы. И вот сейчас власти решили провернуть тот же трюк с президентскими выборами. Сразу возникли дискуссии о том, призовет ли Борис Надеждин людей на площади или нет, чтобы защитить свои подписи вживую в настоящей борьбе. И довольно громко сейчас стала звучать точка зрения, что настоящих буйных в России осталось мало и призывать на площади некого. Они либо уехали за границу, либо были арестованы. Но лично я думаю, что настоящие буйные еще остались. Просто они сливаться попусту больше не намерены. А то повадились всякие личности использовать этот ресурс налево и направо для своих личных интересов, не имея за такими призывами никаких дальнейших стратегий и плана действий. Поэтому призывы мирно выйти на митинг и просто постоять, поскандировать лозунги, они больше не работают и работать не будут. Многие участники протестов после акции с фонариками Леонида Волкова решили больше не участвовать в подобных мирных сдачах в плен полиции и в подобной имитации борьбы. Это было общее решение людей, кто участвовал в последних крупных акциях протеста в Москве в 2021 году. Я напомню, что в январе 2021 состоялись последние самые массовые и крупные протесты в Москве и в России. Прилетел Алексей Навальный из Германии, которого Путин пытался отравить. И Навального сразу же арестовали. Тогда начались огромные по меркам России волнения в народе. В одной только Москве на площади вышло порядка 50 тысяч человек в центр города. И я там был. Я видел толпы людей, желающих справедливости. Мы ходили к Матросской тишине в Сокольнике. Ходили в центр города. И в какой-то момент в центре начались более активные протестные действия. Люди перешли от слов к делу. Начали атаковать правительственную машину с мигалками. Отбирать резиновые дубинки у сотрудников полиции. А в это же самое время Леонид Волков и Иван Жданов, соратники Навального, на своем стриме кричали, чтобы протестующие остановились и не совершали никаких активных действий. То есть просто погасили протесты своими руками. Когда народ собрался сам, своими силами, на чистом энтузиазме, чтобы отбить Навального из лап режима. А после этого Волков и Жданов объявили акцию с фонариками. Позвали тысячи людей выйти в центр города, зажечь фонарики на мобильных телефонах, как на музыкальном концерте, типа в знак солидарности с Навальным. И вот тогда-то как раз люди, широкие массы, и разочаровались в Леониде Волкове и Иване Жданове, и вообще в идее любых мирных протестов в России. Потому что стало окончательно понятно, что мирные митинги ни к чему не приводят. А Волков и Жданов испортили и погасили единственную попытку настоящих протестов и революции. Когда народ сам собрался, вышел, даже без массовых призывов, и пошел на площади. А после того, как эти настоящие и искренние протесты погасили, соратники Навального предложили какую-то ахинею с фонариками. То есть они просто слили гнев людей в пустоту. Вот тогда многие и решили, что в мирных акциях протеста, или во всяком случае в мирных акциях от этих людей, больше участвовать не будут. Потому что это пустая трата сил, времени, людей и ресурсов. Потому что когда начинаются реальные протесты, то они сразу пугаются и прячутся в кусты. И оказываются неспособны повести за собой массы. Так что буйные-то в России есть, их достаточно. Просто они выжидают момента, когда реальные действия начнутся. А не просто будет спуск гнева в никуда. Как в июне 2023-го, когда колонны танков уже на Ростов поехали. Насчет того, что с пулеметов расстреляют таких протестующих, тоже спорный факт. Тут и танки могут в ответ подъехать, учитывая, что многих в армии все достало. Это раньше, до начала войны, об этом можно было говорить, когда был жив Путин, когда у него было много наемников, всякие вагнеры, добровольцы, дружинники, идейные мобилизованные. А сейчас все. Сейчас положение власти стало гораздо более шатким. Путин умер, Вагнер расформирован, идейные и боевые путинисты по большей части уехали на войну, мобилизованные во власти разочаровались и теперь ее ненавидят. Кто расстреливать-то будет протестующих по приказу этой преступной власти? Полиция? Это вряд ли.
Не так много людей осталось в их распоряжении. Вместо Путина двойник, а на любую силу теперь еще и ответить могут куча озлобленных мобилизованных. И там не то что марш на Ростов, там марш на Москву будет. Так что они 10 раз подумают перед тем, как стрелять в протестующих. В России, в народе, сейчас есть абсолютно дикая, злая, разрушительная энергия, которая хочет устроить хаос и не останавливаться ни перед чем. Но Борис Надеждин слишком слаб, чтобы эту энергию оседлать, не имеет боевого крыла, чтобы ее зажечь, и ведет себя явно не тем образом, который от него ожидает агрессивно настроенная толпа. Борис Надеждин – партийный функционер, и он явно рассчитывает занять место в политике, когда все рано или поздно рухнет. За этим он в ней 20 лет и находится. Он не склонен из себя строить радикального борца за справедливость, поэтому вряд ли он будет призывать людей на площади, даже если бы буйных было в избытке. Вот у кого сейчас есть реальная возможность устроить радикальные действия, так это у демократов в США. Вчера в Москву приезжал Такер Карлсон, один из самых известных журналистов Америки, чтобы взять интервью типа у Путина. На самом деле он взял его у двойника Путина Евгения Васильевича по заказу Кремля, чтобы легитимировать двойника в глазах западной общественности. Но Такер Карлсон, он ведь сторонник республиканцев в США и Дональда Трампа, прихода к власти которого очень не хотят демократы. Вот это потрясающая возможность для них открыть карты. Тем более, что демократы, да и разведка США знают, или во всяком случае догадываются, что Путин мертв. Поэтому лучшая возможность дискредитировать Трампа и республиканцев – это открыть информацию о смерти Путина сейчас и указать на то, что Карлсон взял интервью у двойника.